Всем здравствуйте, меня зовут Сергей Витищенко. Я сейчас нахожусь на зимовке на Бали в Индонезии. И в этом видео хочу рассказать про сварочное оборудование Хугонг, про цены в Индонезии на Хугонг. Так как я в России работал в компании ТСС, тот же самый Хугонг, они официальные представители, и я знаю цены, я знаю оборудование, и мне стало интересно, какие же цены в России и в Индонезии, потому что тут, проходя мимо сварочных магазинов, я везде вижу, много, по крайней мере, вижу то, что Хугонг продается. И сейчас я вам покажу цены. А цен вы немножко обалдеете, я тоже обалдею. И в конце этого видео я расскажу, почему такой большой разброс цены, почему в России цена на сварочный аппарат Хугонг точно такой же одна, а в Индонезии, на Бали, цена другая. Я буду пользоваться сайтом Токопедия. В Индонезии это сайт такой самый известный, это аналог Вайберис, Озон, все инструменты. Тут все заказывают одежду, оборудование, еду, технику и все что угодно. Я, по крайней мере, сам лично на этом сайте Токопедия. Сейчас вот зайду, покажу вам его. Я заказывал камеру, на которую я сейчас как раз и снимаю это видео. Токопедия. Вот он, этот сайт. Запускаем. Это самый известный сайт Marketplace в Индонезии. В общем, в России, допустим, эта камера Logitech Brio 4K стоит 15 тысяч рублей, а тут я ее купил за 12 500. То есть разница в 2500 рублей дешевле я ее купил в Индонезии. Ну что, теперь смотрим по Хугонгу. Какие же тут цены на Хугонг, на сварочное оборудование. Так как мне это интересно, так как я имею к этому отношение. Ну что, зашли на сайт Токопедия, вбиваем Хугонг. Хугонг. Он нам сразу же нашел аппараты. Их тут много продается. Мы сразу же видим 70-я плазма HF. На нее заходим, смотрим. Это 70-я плазма. Тут у нас написано на английском и на индонезийском. Комплектация точно такая же, как в России. Артикулы все одни и те же. Я это все изучил, прочитал. Хугонг везде продает свои модели по одной, если это именно Хугонг под брендом HG, то есть там все полностью одинаково. Нас интересует цена. 11 миллионов 700 тысяч рупий. Теперь переведем это все на рубли. Сколько же это в рублях? Так, курс. Сейчас я... Вот. У меня уже тут есть. 11 миллионов 700. 11 700. Раз, два, три. Еще один нолик. Вот. 11 миллионов 700 рупий, это в рублях 57 тысяч рублей. То есть, сейчас фиксируем. 70-я плазма Хугонг HF. Если бы я покупал за рубли и покупал бы в Индонезии, даже не за рубли, даже за рупии, она стоит тут в Индонезии 57 тысяч рублей. Теперь заходим на официальный сайт hugongvalue.ru в России, дистрибьютора ТСС, там где я работал. Заходим продукция, заходим 70-я плазма, выбираем и смотрим. В России она стоит 85 тысяч рублей, 85 728, но округлим до 86 тысяч рублей. В общем, один и тот же аппарат, одна и та же комплектация. В России 86 тысяч рублей, а если бы я покупал его в Индонезии, он бы стоил 57 тысяч рублей. Разница существенная. Ну что, давайте посмотрим другие аппараты. Снова захожу на Токопедия. Что у нас тут есть? Так, 120 ММА в Россию мы не завозили. Цен нету, 160 неохота смотреть. Можно вот это посмотреть. Это у нас полуавтомат 251D. Это у нас есть однофазник, есть трехфазник. Это у нас однофазник. Стоит он 12 миллионов 600 рупий. Смотрим, сколько это в рублях. 12 миллионов 600. 12 600. Раз, два, три. 61 556 рублей. То есть, если бы я за рубли покупал тут Хугонг, я бы потратил 61 500. А сколько же он стоит в России? Так, это 251D, однофазник. Смотрим, заходим на сайт Хугонг, продукция, 251D, вот он, Микстик. Однофазник, да, 220 вольт. А в России он стоит 87 780. То есть, еще раз, один и тот же аппарат. В России стоит 87 780 рублей, а в Индонезии, если бы я его покупал, я бы его купил за 61 тысячу рублей. Разница опять колоссальная. Ну и давайте для сравнения какой-нибудь третий аппарат посмотрим. Разница уже видать, и это имеет... Так, что это у нас? Аргоник. Плазма 50-я, 70-я. Давайте аргоник посмотрим, что...
Это у нас 200 DP, DC. У нас, однофазник. Стоит он 5 миллионов 400 рупий. Переводим в рубли. 5 миллионов. Так, сейчас. 5 400. 26 тысяч рублей. 200-амперный аппарат для аргонно-дуговой сварки DC. В Индонезии он стоит 26 тысяч рублей. Ну, 381 там, рубль, это копейки, ладно. Теперь, сколько он стоит в России? Продукция. Заходим. ЕТИК. А по-моему в России их не завозится. Так вот он. ЕТИК 200P. А в России он стоит 42 864 рубля. Так, это тот аппарат, давайте сразу же. PowerTIC 200P. Да, по-моему, тот PowerTIC 200P. А тут у нас что? ETIC. Так, ладно. Возможно, этой модели не было. Хорошо, давайте посмотрим какую-нибудь точную модель, которая в России продается. Чтобы у нас 50-я плазма в России не завозилась. А может завозилась, я уже забыл. Это что у нас? Инвердельта. Ну, давайте вот. Ручник на 400 ампер. Ручная дуговая сварка, 400 ампер, трехфазник. В Индонезии он стоит 9 миллионов ровно. Считаем, смотрим. 9. Раз, два, три. Это 43 тысячи рублей, 968. Ну, округлим 44 тысячи рублей. Инвердельта 400. Теперь заходим на сайт в России, смотрим продукция. Инвердельта, вот он. 400. Вот он, ручник на 400 ампер. А в России он 56 392, а в Индонезии 43 963. В общем, разница на самом деле колоссальная. Я уже привел 3 аппарата по ценам в России и по ценам в Индонезии. Теперь вопрос, а почему же такая разница? Это не значит то, что фирма ТСС и там топ-менеджеры и директор все ездят на Audi Q8, все ходят в соболях с айфонами и так далее. Нет, дело не в этом, а дело у нас в следующем. Первое. НДС в России 20%, когда завозится любое оборудование из Китая и да, вообще там, из любой страны, платится сразу же НДС 20%. В Индонезии НДС от 5 до 15%. На сварочное оборудование по-разному, в среднем 8% НДС, то есть уже ниже. Второе. Это логистика. Логистика очень сильно решает. Что я имею в виду? То, что если вот Китай у нас находится и Индонезия, самый дешевый путь логистики это морской. И тут морем доехать контейнером, ну там 2 суток и контейнер уже в Джакарте, и там на следующий день он уже на Бали. Ну, то есть очень короткое плечо морское и очень дешево стоит. А чтобы привезти оборудование в Россию, смотря как везти, можно через Владивосток. Сначала морем до Владивостока, потом через всю Россию на поезде, либо прямые поезда из Китая в Россию через Монголию, через напрямую в Россию. В общем, логистика гораздо дороже. И тем более, учитывая то, что санкции влияют, большие логистические крупные компании из России ушли, Майерс там и так далее. А более мелкие поднимают стоимость перевозок, естественно, это сильно влияет. Дальше это фракт, дальше это страховка. Ну, то есть страховка, фракт, логистика, все это контейнеры элементарно, дефицит контейнеров тот же самый там в России, и стоимость контейнерной перевозки самого контейнера стоит гораздо больше, чем в Индонезии. Вот все накладывает на, как сказать, на себестоимость оборудования, которое продается. Также это различные таможенные пошлины на оборудование, это не только НДС, а таможенная пошлина. Ну и самое последнее, это курсы валют. Про что я имею в виду? Вот есть... Потому что оборудование в России закупает в Китае через доллар. И также Индонезия покупает оборудование Хугонг через Китай через доллар. Вот разница доллар-рубль одна, а разница доллар и рупия индонезийская другая совершенно. То есть разность валют еще очень сильно влияет. Я вот, допустим, прекрасно помню те времена, когда до 2014 года, когда доллар у нас в России стоил 30 рублей, 28 рублей. И когда у нас все оборудование... европейское, американское, там, китайское стоило в 2 раза дешевле. Сейчас доллар стоит, ну сколько там, ЦБРФ погоду, как всегда показывают, ну примерно 75-80 рублей. Нормальный официальный курс, за который можно купить там банкноты. А когда-то он стоил всего несколько, когда 2014 это 6 плюс 3, 9 лет назад. Он стоил 30 рублей. То есть санкции мировые, они все равно влияют.
на то, что на стоимость оборудования. Поэтому такая большая разница в стоимости оборудования. Как я уже сказал. Ну, теперь, если подытожиться. Логистика, фракты, страховка, морские перевозки, доставка, НДС, у нас он больше, курсы валют, разница между курсами валют. И поэтому мы получаем такую большую разницу. То есть, если вы хотите купить Хугонг, обращайтесь ко мне, я вам отправлю, шучу. Это, конечно, шутка. Конечно же, лучше покупать Хугонг в России у официального представителя ТСС. У них есть много филиалов, представительств по всей стране, там и гарантия 5 лет и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях, я буду на них отвечать. Ну и все, в принципе. Всем большое спасибо, всем желаю хорошего дня, всего доброго, до свидания.